Всем привет! С вами Александр и это канал Вот бы мне. Как мы и обещали, в этом видео я максимально подробно и доступно расскажу о том, как заполнять анкету для участия в лотерее Green Card. Мы подавали заявку 5 лет подряд и теперь составили видеоинструкцию. Вы впервые решили стать участником лотереи Green Card или подаете заявку не первый раз, но решили подстраховаться? Что ж, не волнуйтесь, вы в надежных руках. Самое главное, заполнять анкету нужно только на официальном сайте DiviLottery, ссылку на который я оставлю в описании. Подача заявки абсолютно бесплатная. А кто может в ней участвовать, Елена рассказывала в предыдущем видео. Ссылку на него я также оставлю в описании. Время сессии для подачи заявки ограничено и составляет 30 минут, так что советую посмотреть это видео дважды. Первый раз для ознакомления, чтобы понять, какие документы и информацию вам необходимо подготовить, а второй раз уже как инструкцию и вместе со мной шаг за шагом заполнить анкету. Форму подачи заявки на английском языке и заполнять ее также необходимо на английском. Помимо ваших персональных данных, вам понадобится и фотография. Она должна соответствовать определенным параметрам, о которых я расскажу в конце видео. Всем хорошего дня, мы начинаем. Итак, вы на официальном сайте. У вас будет возможность ознакомиться с инструкцией по заполнению формы DV на английском языке, а также вы найдете требования относительно фотографии, но нас интересует зеленая кнопка, которая называется Begin Entry. Нажимаем на нее. После этого вы попадаете на страницу, где необходимо ввести проверочный код с картинки, чтобы система понимала, что вы не робот и вводите данные самостоятельно. Вводим код и нажимаем кнопку Submit. Открывается первая часть анкеты. Я настоятельно рекомендую копировать и сохранять все ваши заполненные данные в отдельный документ, и позже вы узнаете почему. Для вашего удобства я буду называть номер пункта и переводить его сразу на русский язык. Заполняйте все ваши данные очень внимательно, чтобы потом из-за маленькой ошибки не быть дисквалифицированным и не упустить свой шанс. Пункт номер 1 – имя. В первую строчку вводим фамилию, так как она написана в вашем загранпаспорте. Обратите внимание, что последних несколько лет для подачи заявки на участие заявителю необходимо иметь именно загранпаспорт. Затем указываем свое имя. И далее middle name – это отчество или среднее имя, которого в загранпаспорте обычно нет, поэтому ставим галочку на no middle name и переходим дальше. Пункт номер 2 – пол. Тут все просто. Выбираем ваш пол и переходим к следующему пункту. Пункт номер 3 – дата вашего рождения. Обратите внимание, что сначала цифрами указываем месяц, затем день и потом год. Пункт номер 4 – город вашего рождения. Чтобы написать название населенного пункта правильно, можете зайти в Google Maps, найти город вашего рождения, а затем перевести в настройках языка страницу на английский. Пункт номер 5 – страна, в которой вы родились. Нажав на эту строчку, вам предложат выбрать страну из списка. Находите вашу и выбираете. Пункт номер 6 – приемлемость вашей страны для участия в лотерее. В данном случае этот пункт мы не заполняем и оставляем галочку на Yes, то есть да. Этот пункт необходимо заполнять лишь в том случае, если ваша страна не подходит для участия в DV-лотерее. О том, что делать и как все-таки подать заявку в таком случае, Елена рассказывала в предыдущем видео. Можете посмотреть, ссылочку я оставлю в описании. Пункт 7. Паспорт. Речь идет про загранпаспорт, и он должен быть действителен на момент заполнения анкеты. Снова вписываем вашу фамилию, имя и ставим галочку на No Middle Name. Далее указываем номер вашего паспорта, который обычно состоит из букв и цифр. Следующие строчки – это срок действия вашего паспорта. Опять обращаю внимание на то, что в первую очередь указываем месяц, затем день и в конце год. Далее страна выдачи. Из предложенного списка выбираем страну и нажимаем. Подпункт Б пункта 7 вас не касается, если на руках у вас есть действующий загранпаспорт. Тут ставим галочку только в том случае, если загранпаспорта у вас нет по следующим причинам. Вы лицо без гражданства или гражданин страны с коммунистической формой правления, и именно поэтому не можете получить загранпаспорт. Пункт номер 8. Добавить фотографию.
О том, какие параметры должны быть у фотографии, я расскажу в конце ролика. А если она у вас уже есть, нажимаем на кнопку Choose New Photo, выбрать новую фотографию и находим ее на вашем устройстве. Пункт номер 9. Почтовый адрес. В данном пункте указываем свой адрес. Это не обязательно должен быть адрес проживания или прописки, но вы должны иметь доступ к получению писем по этому адресу. Первая строчка, на чье имя высылать документы. Можете оставить его пустым или продублировать свое имя и фамилию. Далее строка адреса 1. Вписываем улицу, дом, квартиру, снова перепечатав название с английской версии Google Maps. Строка адреса 2. Тут вписываем часть адреса, если он не поместился выше. А если же название вашей улицы, дом и квартира уместились в первой строчке, это поле оставляем пустым. Далее город. Указываем только название населенного пункта, в котором вы проживаете. И ниже указываем район, область, провинцию или штат, к которому относится ваше место жительства. В подпункте F указываем ваш почтовый индекс. И, наконец, из предложенного списка выбираем страну. Пункт номер 10. Страна, в которой вы проживаете на данный момент. Выбираем из списка необходимую страну и переходим дальше. Пункт номер 11. Телефонный номер. Номер вашего телефона указываем в международном формате. Пункт номер 12. Электронный почтовый адрес. Дважды вписываем свой электронный адрес и двигаемся дальше. Пункт номер 13. Уровень вашего образования на данный момент. Согласно правилам, ваше образование должно соответствовать американскому high school или выше, что в переводе на наше – это оконченное среднее или выше. Если вы закончили колледж, ПТУ, университет, аспирантуру или докторантуру, указываем самое высокое. Пункт номер 14. Ваше семейное положение. В данном пункте очень важно правильно указать ваш семейный статус, иначе вы будете дисквалифицированы. На выбор вам даются такие варианты. Не состоите в браке и ваш супруг не является гражданином США, в браке и ваш супруг является гражданином США, разведен, вдовец или вдова, и последний пункт – не разведены, но проживаете отдельно. Я же выберу в браке, чтобы показать, как заполнять анкету на вашего супруга. Последний пункт первой части анкеты – это пункт номер 15 – количество детей. Согласно законодательству США и правилам лотереи, в этом пункте вам необходимо указать всех детей в возрасте до 21 года от вашего текущего и предыдущих браков, даже если дети не проживают с вами, а также всех детей вашего нынешнего официального супруга от другого брака, даже если вы их не усыновили. Указывать нужно и тех детей, которые не планируют ехать с вами в США. Если среди вышеперечисленных у вас есть дети в возрасте 21 и старше, их не указываем. Если детей совсем нет или только старше 21, пишем 0. Я же поставлю 1. Нажимаем синюю кнопку Continue и переходим к следующей части анкеты. Если вы не состоите в браке и у вас нет детей младше 21 года, то вы сразу переходите к проверке вашей анкеты. Если вы указали супруга или детей, переходим ко второй части анкеты, где будем заполнять данные на них. После нажатия кнопки Continue может произойти сбой и страница не загрузится. Это происходит из-за большого количества аппликантов, сервер просто не выдерживает нагрузки. Ведь ежегодно такую форму заполняет более 14 миллионов человек, и все они делают это в течение одного месяца. Так что советую заполнять вам анкету не в последние дни, а заняться этим сразу после открытия регистрации, чтобы не упустить свой шанс. В таком случае можно будет попробовать нажать кнопку «Назад» в вашем браузере, и если форма сохранилась и уже заполнена, снова нажать синюю кнопку. Если все равно не выходит, можно подождать или заполнить форму повторно через несколько часов или на следующий день. Вот именно в этом случае вам и пригодится заметка со всеми данными, о которой я говорил ранее. Если все прошло успешно и вас перенаправило на следующую страницу, переходим ко второй части анкеты – заполнение данных на зависимых лиц. Пункт номер 14. Имя вашего супруга или супруги. Указываем фамилию и имя на английском языке. Требование иметь загранпаспорт на момент подачи анкеты распространяется только на главного заявителя. Так что если у супруга или детей загранпаспорта нет, имя и фамилию указываем на английском, предварительно ознакомившись с правилами транслитерации в интернете. Далее вписываем дату рождения, месяц, день, год.
Выбираем пол супруга, город и страну рождения. Затем добавляем фотографию, которая также должна соответствовать всем необходимым требованиям. Как вы видите, данная часть анкеты аналогична той, которую вы заполняете на себя. Если вы не указывали детей, нажимаем кнопку Continue. Если же дети у вас есть, заполняем последний 15-й пункт. Аналогично вписываем фамилию, имя, ставим галочку на No Middle Name. Вносим месяц, день и год рождения ребенка. Выбираем пол, город и страну рождения. Добавляем фотографию, которая также должна соответствовать всем необходимым требованиям. Если вы указали двоих или более детей, соответственно указываем всю эту информацию и на остальных детей. Нажимаем кнопку Continue и переходим к заключительной части анкеты. Далее система дает возможность перепроверить все внесенные данные на заявителя и зависимых лиц. Внимательно посмотрите все пункты, и если найдете ошибку, нажмите на кнопку Go back to part 1 или Go back to part 2 и исправьте ошибки. Если ошибок нет и вы заполнили все верно, нажимаете кнопку Submit. Следующая и последняя страница будет выглядеть так. Нажмите на кнопку Print в правом верхнем углу страницы и сохраните электронную копию себе на компьютер и скопируйте ее на флешку. Дополнительно отправьте все эти данные на электронную почту, потому что они вам пригодятся только через полгода, и за это время вы их легко можете потерять. В случае утери данные можно будет восстановить на указанный вами электронный адрес. Что же касается фотографии, как и в случае с вашими персональными данными, если фото не будет соответствовать установленным параметрам, вас дисквалифицируют, так что к подготовке фото отнеситесь не менее серьезно. Проще всего обратиться в фотосалон, уточнив, что вам необходимо фото именно на анкету для участия в лотерее Green Card. А чтобы сделать фотографию самостоятельно, воспользуйтесь этой инструкцией, а затем проверьте получившийся результат с помощью программы на главной странице сайта DV Lottery в разделе «Пример фотографии». На этом все, друзья. Надеюсь, информация была полезной для вас. В будущем на нашем канале появится подробная инструкция по заполнению форм DS-160, DS-260 и других документов для желающих оформить любые типы виз. Так что обязательно расскажите, удобен ли вам такой формат получения информации, как в этом видео. Поддержите наш проект, подпишитесь на канал, поставьте лайк или объективный дизлайк и поделитесь этим видео с друзьями. Если у вас остались вопросы, смело задавайте их в комментариях и обязательно расскажите, какую информацию вы бы хотели еще получить. Как только на канале наберется 200 подписчиков, мы каждую неделю будем разыгрывать подарки среди вас. Так что зовите друзей и оставайтесь с нами.